Всем привет, это Дмитрий Горчаков. 1 сентября состоялась миссия Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. 2 сентября вечером, сразу по прилету в Вену, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал первую пресс-конференцию по итогам миссии прямо в аэропорту. В этом видео я кратко расскажу об итогах этой поездки и сделаю небольшой пересказ этой пресс-конференции с моим вольным переводом. Там много интересных деталей. Но давайте для начала я коротко сформулирую 4 важных пункта по итогам этой пресс-конференции, а уже потом поговорю о деталях подробнее. Кстати, расшифровку этого видео вы можете почитать у меня в Фейсбуке или Твиттере. Ссылки будут в описании. И не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Итак, краткие итоги. Первое. В миссии 1 сентября участвовало 14 экспертов МАГАТЭ, включая главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси. 6 инспекторов до сих пор остаются на станции и продолжают собирать материал для отчета, который должен выйти на следующей неделе. Будем ждать отчета, пока все данные очень общие, детали будут позже. Второе. 2 инспектора МАГАТЭ остаются на станции на постоянной основе до конца войны. Они на постоянной связи с МАГАТЭ будут следить за ситуацией на станции. Это отличная новость и, на мой взгляд, главный итог миссии. Третье. МАГАТЭ подтверждает, что их миссия чисто техническая. Они экспертная организация, они не занимаются политикой, они не могут помочь закончить эту войну или вернуть станцию Украине, как бы кому-то этого не хотелось. Это не их компетенция и это вне их возможностей. Их задача – помочь обезопасить атомный объект и обеспечить нераспространение ядерных материалов, что само по себе уже должно существенно улучшить ситуацию. Это вполне ожидаемое заявление и новость, точнее и не новость даже. Как говорит Ройзман по таким поводам, не надо очаровываться, не придется и разочаровываться. Четвертое. Гросси сказал, что им показали все, что они хотели увидеть и что просили показать. Однако они не контактируют с российскими военными, у тех приказ не говорить с ними. Поэтому, скорее всего, они не досматривали военную технику на объекте, включая содержимое грузовиков в машзале одного из энергоблоков. Хотя, скорее всего, точнее мы об этом узнаем в докладе. Как ни странно, в ходе пресс-конференции про грузовики никто не спросил. Но опять же, не ждите чудес от МАГАТЭ. Они не могут выгнать с АЭС военных и закончить войну. Но они важны как источник информации и моральная поддержка для персонала. Теперь давайте отдам короткий пересказ-перевод, собственно, пресс-конференции, то есть ответов на вопросы журналистов. Пресс-конференция Рафаэля Гросси прошла прямо в аэропорту Вены около 21 часа по Москве 2 сентября, сразу после его возвращения из миссии на Запорожскую АЭС, которая состоялась накануне. Пресс-конференция продлилась 40 минут, 10 из которых ушли на вступительную мини-презентацию Гросси о ситуации на станции. Добавлю от себя, что в таком формате пресс-конференции Гросси проводит регулярно по возвращении из важных миссий или по важным вопросам. Например, также он выступал по возвращению из Чернобыльской АЭС в апреле или по поводу первых боестолкновений на Запорожской АЭС в начале марта. Гросси сообщил, что в миссии участвовало 14 экспертов из 2 департаментов МАГАТЭ. Департамента Safeguards, то есть контроля за ядерными материалами и обеспечения гарантии их нераспространения. И департамента Nuclear Safety and Security. Это уже вопросы безопасности эксплуатации ядерных установок и управления ядерными авариями. Миссия, в которой он участвовал лично, то есть 1 сентября, продлилась несколько часов. 6 экспертов остаются на станции до сих пор, 4 из них вернутся на следующей неделе. Затем 2 эксперта будут работать там постоянно. Затем Гросси дал краткую оценку ситуации на станции на 1 сентября, показав всего один слайд. На нем были показаны 7 ключевых пунктов столбов безопасности, которые важны для безопасной эксплуатации любой ядерной установки и объекта. С помощью цветовой индикации МАГАТЭ оценила состояние этих пунктов на Запорожской АЭС. Красной, желтой и зеленой расцветками или их сочетанием в зависимости от степени тревожности по этому пункту. От себя добавлю, что это лишь краткая качественная оценка для вступления на пресс-конференции. Подробный доклад о результатах миссии будет представлен на следующей неделе. Что это за 7 пунктов и как их оценили в МАГАТЭ? Пункт номер 1 – это физическая целостность станции. Она обозначена красным, то есть по этой части все очень опасно и серьезно. Гросси сказал, что сам видел следы обстрелов, повреждений зданий, отверстия и воронки от снарядов. Собственно, мы тоже видели кадры, как он ходил по станции и осматривал места обстрелов. Видимо, понимая важность именно этого аспекта, большую часть первого визита на станцию МАГАТЭ посвятила именно этому. И, как я и предполагал в эфире популярной политики в пятницу, пока МАГАТЭ не дает оценку тому, кто и откуда стрелял, но посмотрим, что будет в отчете. Второй пункт – это функциональность систем безопасности.
Она обозначена желтым цветом. То есть в целом все работает, но были нарушения в работе отдельных систем. Пункт 3 – это состояние и условия работы персонала. Это тоже одно из главных беспокойств МАГАТЭ. На станции уникальная ситуация. На ней работает украинский персонал, но ее контролируют российские войска, оккупировавшие эту территорию и создавшие эту ситуацию. Да, именно так называют эту ситуацию в МАГАТЭ. Там присутствуют и российские ядерные эксперты, и военные. Этот пункт не полностью красный, он желто-красный, по одной причине. Станция продолжает работать, 2 блока работают, то есть существующий уровень взаимодействия позволяет их эксплуатировать. 4 пункт – это подключение к внешним сетям. Тоже красно-желтый код. Внешние сети важны для обеспечения безопасности, охлаждения блоков и предотвращения серьезных аварий. Обо всем этом я подробно рассказывал ранее в видео и статье. Были обрывы нескольких линий, включая ситуацию полного обесточивания запуском дизелей. Сейчас подключение к сети есть. Гросси сказал, что дизели в нормальном состоянии, они их осматривали и общались с обслуживающим их персоналом. Пункт 5 – это цепочки поставок и логистика, то есть поставки запчастей и так далее. Этот пункт обозначен зелено-желтой расцветкой. Они общались с людьми, отвечающими за поставки. В целом все работает нормально, хотя определенные нарушения и задержки есть. 6 пункт – это радиационный мониторинг и аварийное реагирование. Он обозначен зелено-красной расцветкой, то есть в целом системы работают, но были некоторые прерывания линий передачи информации. И пункт 7 – это надежная связь с регулятором, имеется в виду украинский Атомнадзор. Пункт обозначен желтой расцветкой, то есть все вроде работает, но с определенными сложностями. По мнению МАГАТЭ, в целом ситуация на станции беспрецедентно сложная и требует постоянного присутствия и поддержки. Для этого МАГАТЭ туда и приехала, и что важнее, остается там на постоянной основе. Теперь давайте перейдем к вопросам от журналистов. Обычно они задавали сразу по 2 вопроса. Вопрос. Что вы узнали в ходе миссии, чего не знали до нее? Как долго там будут 2 оставшихся сотрудника? Ответ. 2 эксперта будут там постоянно, до конца войны. Надеемся, что это будет скоро. Что мы узнали? Мы многое знали до этого, но наша работа – это инспекции. Разница между присутствием на объекте и отсутствием, как день и ночь. Часть информации мы получали по существующим каналам связи, но видеть глазами и спрашивать на месте – это совсем иное. Гросси также сказал, что планирует выступить на заседании Совета управляющих МАГАТЭ на следующей неделе с более подробным отчетом о ситуации, которую они смогут собрать к тому времени. Следующий вопрос. Что вызывает ваше наибольшее беспокойство в плане безопасности станции? И что вы скажете об атмосфере и об отношении украинского персонала и российских оккупантов? Да, именно такая формулировка вопроса. Ответ. Это сложный и глубокий вопрос с погружением в психологию. Но станция работает. Есть профессиональные отношения между ядерными экспертами с разных сторон. Они понимают, что они делают и о чем говорят. Но это люди с разными взглядами на войну. Это влияет на них. По понятным и очевидным причинам между ними очень натянутые отношения. Поэтому очень важно наше присутствие. Мы можем помочь взаимодействовать с людьми. И это важно для них, в первую очередь для украинского персонала. Они знают, что мы там постоянно и можем регулярно с ними взаимодействовать. От себя опять добавлю, что, как я прогнозировал в эфире популярной политики в пятницу у Майкла Наки и Нино Расибашвили, действительно важен психологический момент этой миссии, как моральная поддержка украинского персонала. Ссылка на этот эфир будет в описании и сейчас на экране. Вернемся к пресс-конференции. Что касается наших главных опасений. Главное беспокойство – это физическая целостность. Пункт номер 1. Очевидно, в регионе и вокруг АЭС идут бои. Много боев. Военная активность растет в этой части страны. Идут наступления, контрнаступления и так далее. Но это не моя область. Но всем очевидно, что с ростом интенсивности боев вокруг вероятность физического повреждения станции растет. Простой пример. За исключением боев в ночь с 4 на 5 марта, обстрелы станции начались в августе. То есть это относительно свежая проблема. И мы видим, что этот рост военной активности вокруг станции все больше угрожает станции. И тут есть связь с пунктом 4, связью с внешними сетями. Потому что те, кто имеет такую военную цель, как атомная станция, хорошо знают, что, чтобы повредить ее или нанести ей урон, проще повредить сопутствующие системы, а не сами реакторы, которые очень хорошо защищены. Поэтому основное беспокойство вызывают физические повреждения, связь с энергосетями и персонал. Конечно, остальные факторы тоже важны, но с ними более-менее понятно, что делать, и они вызывают не такое острое беспокойство на текущий момент. Следующий вопрос.
На чем основаны договоренности о постоянном присутствии экспертов МАГАТЭ на станции и можете ли вы представить какое-то обострение или угрозы, из-за которой эксперты покинут станцию? Ответ. Мы никогда не можем заранее быть уверены в том, что сможем сделать то, что хотим, но мы можем пытаться. Сейчас ситуация лучше, чем была. Мы попали на станцию, я там был, наши люди остаются там. Это имеет огромную ценность. Мы постоянно на связи с нашими экспертами. И, конечно, если что-то случится, если возникнут какие-то сложности, они нам сообщат. И теперь это не ситуация, когда о каком-то событии одна сторона говорит одно, а другая другое. Теперь там МАГАТЭ, у нас есть собственный источник информации. И это, как я сказал, как разница между ночью и днем. Конечно, для нас важна безопасность наших людей. Как я говорил ранее, я не отправлю в опасное место никого прежде, чем сам туда не поеду. И я так и сделал. Мы постоянно на связи с нашими людьми и будем принимать необходимые меры для обеспечения их безопасности при необходимости. Следующий вопрос. Из 6 инспекторов, которые сейчас остались на станции, 2 останутся на постоянной основе. Остальные 4 вернутся на следующей неделе? Каким образом они вернутся? Ответ. Да, спасибо за вопрос, потому что я хочу выразить благодарность Департаменту безопасности ООН и людям оттуда, которые имеют богатый опыт работы в самых разных горячих точках планеты. И логистика наших людей, и первая миссия с моим участием, и экспертов в будущем будет проводиться с учетом их поддержки. Персонал постоянной миссии будет меняться. Вопрос. Есть ли у персонала станции доступ к кризисному центру АЭС, или он занят войсками РФ? Ответ. Давайте я объясню. Каждая АЭС имеет кризисный центр, где принимаются важные решения в случае аварии. Да, этот кризисный центр сейчас на АЭС используется для других целей. Однако это не оказывает влияния на управление станцией в текущей ситуации. Да, это место занято и выбрано, видимо, оккупационными силами. Я так думаю, я там не был, я ничего от вас не скрываю, но очевидно, и мы будем добиваться этого, чтобы персонал станции имел доступ во все необходимые для работы места. Я видел много комментариев о том, что нам что-то не показывают или скрывают. Нам показали все, что я просил показать. Все, даже без сопровождения. Все, что мы считали необходимо увидеть. Мы говорили, что мы хотим увидеть, и мы шли и смотрели. Я подчеркиваю это. Если мы едем куда-то, чтобы что-то сделать, и если нам препятствуют в этом, мы так об этом и говорим. Вопрос. Что вы ожидаете от миссии и поможет ли она стабилизировать ситуацию? Ответ. Наши люди там, они на связи 24 часа в сутки. Они помогают оценивать ситуацию на станции. И каждый, кто захочет оказать воздействие на станцию, будет знать, что там есть инспекторы МАГАТЭ, оценивающие и докладывающие о происходящем. Надеюсь, что это будет оказывать стабилизирующее воздействие. Я хочу отметить, чтобы ни у кого не было лишних ожиданий, что наша работа не сможет остановить эту ужасную войну или вернуть станцию Украине. Это за рамками наших возможностей. Но я уверен, что то, что мы делаем в плане безопасности, в плане гарантии нераспространения, если мы делаем это правильно, то это будет оказывать важное положительное влияние на ситуацию в целом. Вопрос. Украина критикует МАГАТЭ за то, что вы не стали четко и ясно обсуждать демилитаризацию АЭС и за то, что ваша миссия может легализовать там присутствие войск РФ. Не делает ли это МАГАТЭ политическим игроком, которым она не должна быть? Ответ. Вы знаете, ваш вопрос очень интересный, может быть применен ко всему, что делает МАГАТЭ. Есть много сложных вопросов, которыми мы занимаемся в разных странах. И всегда есть те, кому нравится то, что мы говорим, или не нравится. И последние обвиняют нас в том, что мы чьи-то марионетки или нами манипулируют. Но нами никто не манипулирует. Мы знаем свои цели и задачи, и мы делаем свою работу. Конечно, мы с уважением выслушиваем все стороны, но мы делаем то, что должны делать. Я должен быть очень осторожен в том, что говорю. Я стараюсь учитывать все сложности ситуации. И в каждой ситуации очень много игроков, политических игроков, со своими интересами. Мы с уважением относимся к ожиданиям сторон, но ценность МАГАТЭ в ее технической экспертизе и работе, и мы не можем вставать на чью-то сторону. Вопрос. Вы думаете, миссия МАГАТЭ теперь сможет быть постоянно на станции, наблюдать за ситуацией и быть для нас, журналистов, источником информации? Ответ. Я надеюсь не на то, что мы будем там постоянно, а что ситуация нормализуется и там не нужно будет наше постоянное присутствие. Я надеюсь, что станция возобновит нормальную работу под полноценным контролем своего владельца и оператора. А мы будем лишь периодически их посещать, как мы обычно и делаем в нормальной ситуации. Думаю, вся эта трагедия и драма показывает, зачем нужны такие организации, как МАГАТЭ. Мы можем попасть туда, оценить ситуацию. Вы до этого обращались к нам за информацией, когда возникали вопросы. Но сейчас мы присутствуем там, там есть наши люди.
Если что-то случится, наши люди могут пойти и посмотреть, поговорить с людьми и рассказать в том числе и вам. И если перед нами закроют какую-то дверь или не позволят о чем-то узнать, мы будем знать, что есть проблема, и сообщим об этом. Это важное отличие текущей ситуации. Вопрос. Вы сказали, что вы технические эксперты, но вы встречались и с военными. Как вы взаимодействовали с ними, каковы были ваши отношения с ними? Пытались ли вы говорить о демилитаризации зоны вокруг АЭС или этот вопрос не обсуждался? Ответ. Я бы сказал, что военные не приближались к нам, им не разрешалось общаться с нами. В паре мест я хотел пообщаться с военными, но им не разрешалось говорить с нами. В том числе я хотел спросить их, почему они заняли кризисный центр и можно ли вернуть его в нормальное функционирование. Но было очевидно, что эта группа избегает контактов с нами. Мы взаимодействовали с российскими техническими и гражданскими специалистами. Это сложная ситуация, но уж какая есть. Вопрос. Вы сказали, что 2 энергоблока работают, там работает украинский персонал. Как это вообще возможно, когда вокруг война и рядом присутствуют военные? Ответ. Это возможно. Эта ситуация длится с момента оккупации станции. Есть военные, которые контролируют не только АЭС, но и эту часть Украины. Станция работает. Кто-то решил уехать и не работать на ней больше. Кто-то решил остаться и продолжить работу. Никто из них не знает, что будет дальше, как и мы. Мы не знаем, как долго продлится война. Мы надеемся на мир, но пока идет война. Вопрос. Какой эффект от возможной аварии может быть для Вены и Австрии? Можно ли сравнить это с 6-8 Чернобылями? Добавлю комментарий, что пресс-конференция проходит в Вене. Я слышал о таких сравнениях, и они понятны из-за интереса у публики, потому что все, конечно, сравнивают возможные аварии с Чернобылем. Но я думаю, ситуация несравнимая. Это работающая станция с гораздо более высоким уровнем систем безопасности. Тем не менее, существуют риски, например, связанные с хранилищем отработавшего ядерного топлива, которое тут есть и которое может пострадать. Это, конечно, несопоставимо с тем, что случилось тогда, в Чернобыле. Но, тем не менее, возможна авария с эффектом для других стран или на региональном уровне. Вы знаете, я бы не хотел уходить от вопроса, но и не хотел бы слишком спекулировать на эту тему. Потому что возможен разный масштаб аварий в зависимости от повреждений. Вопрос. Что-то вас удивило на Запорожской АЭС? Увидели ли вы что-то, чего не ожидали там увидеть? Ответ. Нет, меня ничего там не удивило. Вопрос. Миссия МАГАТЭ продлится до тех пор, пока на станции есть военные? Имеются в виду российские военные. Ответ. Будем смотреть по ситуации, но она продлится до тех пор, пока в этом есть необходимость. Напомню, что похожая ситуация была на Чернобыльской АЭС. Она была оккупирована в начале года, а затем российские войска оттуда ушли. После этого состоялась миссия МАГАТЭ, но она не была временной, наоборот. Затем мы пришли с еще большей помощью, мы помогли восстановить систему мониторинга и безопасности. И это же мы планируем сделать на Запорожской АЭС. Уточняющий вопрос. Когда? Ответ. Так скоро, как это будет возможно. Будем реалистами, будем действовать по ситуации. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Вы можете посмотреть и другие мои видео на ядерную тематику, в том числе связанные с войной в Украине. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео и поделиться им в соцсетях.